Всем доброго дня, и в сегодняшнем обзоре будут и кровавые бойни, и викинги, и даже логические задания. Так что смотрим и не переключаемся. Первая игра — это Viking Squad. Как мы уже поняли из названия, это игра про викингов. И понравится она любителям игры Castle Crash. Игроку предстоит выступить в роли викинга и вместе со своими собратьями по оружию сразиться против злостного врага. В самом начале игры нам на выбор будет представлено разнообразное количество героев с различными оружиями и способностями. Каждый персонаж обладает различным стилем игры и боевыми навыками. Вы должны играть не просто, чем нажимать кнопки, а грамотно уворачиваться от противников или даже от снарядов. Правильно использовать магию. Игровой процесс происходит следующим образом. Пройти схватки на уровне, убивая как можно больше врагов. Выжить и вернуть сокровища для обновления вашего персонажа и покупать снаряжение. После прохождения уровня или же перед его началом в лагере можно использовать деньги, чтобы купить зелья и ключи для сундуков с сокровищами, купить снаряжение или магию, прокачивать героя, повышая различные навыки. Также в игре есть легкие загадки, которые вам нужно выяснить, что даст вам довольно неплохие награды. Но эти загадки не слишком трудны. Еще есть некоторые скрытые вещи в мире. Вы просто должны обратить внимание и попробовать. Особенности игры: у каждого игрока собственное именное оружие, модифицирующее его, образ поведения в сражении. Боги руководят вашим сражением. Благодаря поклонению богам вам откроются новые возможности и острые ощущения. По мере прохождения игры вы будете открывать новые предметы, которые потом можно будет приобрести в лагере. Также каждый уровень будет охранять босс, который нам придется одолеть, используя всю нашу сноровку и стиль боя. Невероятно художественно нарисованный этот стиль 2D. Все выполнено довольно красиво в мультяшном стиле. Одна из самых приятных особенностей таких игр — это локальная и онлайн кооперация. Ведь крушить врагов всегда интереснее вместе. При всем при этом игра выполнена хорошо. Приятная графика, интересные враги и нескучный уровень. Она должна понравиться любителям данного жанра. Берите свой верный меч, щит, шлем и отправляйтесь уничтожать нежить. Ведь только так истинный викинг откроет ворота в Вальхаллу. Вторая игра на сегодня по счету, но не по значению, это игра Type Made Revised. Двухмерный пазл-платформер, в котором герой игры составлен из букв. Ему предстоит пройти через мир, настроенный весьма агрессивно. Ловушки тоже составлены из букв, а значит, переставив буквы правильным образом, от них можно будет избавиться. Вы отправляетесь в путешествие, в которое вы познаете силу слов в вечной борьбе между добром и злом. Наш герой будет состоять из букв, начиная с буквы О. Мы будем постепенно находить оставшиеся символы, чтобы собрать человека воедино. Вы будете обладать могущественным даром, создавать слова, которые окажут воздействие на окружающий мир. Некоторые головоломки просты, и вы, наверное, решите их сразу, но есть несколько хорошо сделанных головоломок, чтобы держать вас в напряжении. Много раз вы будете останавливаться, чтобы подумать, но на самом деле ответ будет очевиден и будет прямо перед вами. Так, для примера, сложив слово «slow», вы сможете заметить ловушку и пройти через нее. Довольно интересно составлены монстры или боссы каждого уровня. Игра обладает хорошим разнообразием головоломок. На некоторых уровнях вроде минималистический, но очень красивый саундтрек, который хорошо подходит к игре. Да и что касается ощущения атмосферы мира, оно какое-то завораживающее. Некоторое подобие хоррора, держащее вас в подвешенном напряжении, чем весьма затягивает игрока.
Визуально игра выглядит достаточно неплохо. Есть маленькие милые вещи в большом страшном мире. Даже когда некоторые слова переплетены с пейзажем, выглядит красиво и световые эффекты выглядят довольно мило. В этой игре есть захватывающая, тщательно проработанная история, которая постепенно разворачивается перед вами с помощью остроумных кроссвордов и каламбуров. Если вам понравилась игра Timeman, но вы беспокоитесь, что ваших знаний английского языка может не хватить, хочу вас обрадовать, что для прохождения вам потребуются лишь базовые знания языка. Если вы где-нибудь застрянете, не стоит беспокоиться и сразу же выключать игру, ведь ее можно будет пройти методом проб и ошибок. С этой игрой вы сможете улучшить ваше знание английского языка, весело и интересно провести время. Третья игра, в которой будет море жути и крик. Это игра Бауча. Большой выбор арсенала и брызгающая вражеская кровь. Зарядят вас адреналином и заставят на одном дыхании пройти всю игру. В этой игре вы будете абсолютно погружены в хардкорность игры. В том мгновении, когда прозвучат первые выстрелы и реки крови брызнут на стену. Это та игра, где вы должны привыкнуть к мрачной атмосфере, интенсивным схваткам, которые ждут на каждом шагу, к ржавой пиксельной картинке и отлично вписываешься в геймплей музыки. Авторам удалось удивить такого геймера, как я, своей игрой. И это главная вещь, ради которой стоит поиграть в Бучу. Она постоянно удивляет игроков. В игре все зависит только от тебя. Не нужно помнить уровень или тайминг. Это не поможет. Метко стреляя, быстро соображая и ловко уворачивая. И сложность игры довольно высока. С самого начала уровень сложности будет хард. Это вам не куличики строить не. Это ад. Игра будет показывать свое превосходство над неопытным игроком, но проходя уровень за уровнем, будет дарить неописуемую радость от победы и от истошных криков ваших противников. Особенности игры, визуальный стиль, эффекты и звуковое оформление великолепны. Не бойтесь пиксель, отличная видимость и гармоничная картинка. Брутальность в каждом гигантском пикселе. Сверхдинамичный геймплей. Короткими сеансами уровень проходит меньше, чем за минуту, после нескольких десятков попыток. Используйте элементы окружения, пилы, крюки, ямы с лавой, животных и многое другое, чтобы жестоко расправляться с противником. Вашим услугам целый арсенал оружия, в том числе такая классика, как бензопила, дробовик и гранатомет. Разнообразные противники заставят вас менять тактику каждые несколько секунд. Вас будут стрелять из автоматов и дробовиков, попробуют догнать и зарезать, подлететь и раскрошить бензопилой. Агрессия и меткость противников вынуждают постоянно двигаться. При попадании противник ненадолго оглушает. Основа тактики – это стрелять первым. Что можно сказать про игру? Это шедевр. Отдушина для любителя классического быстрого и кровавого шутера. Если вам нравится сталкивать друг в лаву и заливать темной кровью, The Butcher – это игра для вас. Если же вам понравился мой обзор, ставь лайки и подписывайся на мой канал. До скорой встречи!